Этот? Этот. Приступим. Так. 105. 35. 39. 48. 35. 55. 42. 14, да? 19. 91, да? 78. 60. 56 с половиной. Все. Стандартный. 48-й. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько орденов-то, а? Внизу медали. А звук? Че говорит-то она? Трудно догадаться. Хлопает. Ой, сюда, девчонки, скорей! Ой, тетенька, пропустите нас, пожалуйста. Там наш директор выступает. Ну, мы сзади постоим. Ну, потихонечку. Динг, здесь же все по телевизору показывают. Ну, где же Надежда-то? Проворонила. Она уже ушла. Вот чё. Переживаешь. Ну, вот чё. А я знаю, что это такое, это монитор. Ага, все знают. Растут. Все из-за тебя, Ленка. Причеши да причеши. Вон рядом с лампой. Ага, Смотри. ребят, Надежду показывают. Мы уже видели. Опять не получилось. Сложонок. Гляди, какие девчонки. Ничего. Ну, не очень. Сам-то не очень. Не очень. А это? А тебе какие больше нравятся? Беленькие или черненькие? Еще не решил. А зря. Опять Надежда Степановна? Ух ты, с завивкой. Это нам грамоту дали. Пошли в буфет. Молодец, хорошо организовал. Стараемся, Иван Петрович. Владимир Данилович, пригласили меня на вальс, а? У меня же радикулит. Извините. Осторожно. Что берем? Девочки, почему же вы без очереди? А мы занимали. Быстряков, подтверди. Без Разогналась. Ах, молодежь. Значит так. 2 бутылки пива. 2 бутылки От пива толстеют. Пиво Вот. Пачка Быстряков. прибоя. и пачка прибоя. Получается. Так какие тебе больше нравятся? Умные или дуры? Идиотки, вроде тебя. Ну как Надежда привыкла к новой работе? Живая работа. А вот мой заместитель, Борис Григорьевич. Очень приятно. Ты Ивана Петровича благодари. Это он твою кандидатуру предложил. А я поддержал. На следующий год своего подброшу. Хулиганит мерзавец. А у нас неисправительная колония, Иван Петрович. Не пугай, все равно подброшу. Давай. Надежда Степановна, разрешите вас пригласить на вальс? Да ты что, я пошутила. Антай! А ты отыми. Антай! Отыми. Я говорю. Полегче. Видал, бешеная какая. Да вышвырнуть их отсюда. Она его любит. А? А ты подари мне его. Дарю! Вот винила. Дура! Милицию просто. Дружинников. Это что такое? А Быстряков как здесь оказался? С черного хода? С белого. А ну марш все отсюда. Быстряков пусть останется. С ним особый разговор. Бессовестный. Докатился, девочек бьешь. Она сама. Ты молчи. Я Быстрякова спрашиваю. Так и докатился. Скатился и докатился. Помолчи. Встань, как положено. Вот, полюбуйтесь, Владимир Данилович. Редкий экземпляр. В одну дверь выгонишь, а в другую влезает. Я не взял А меня. ты молчи. А ты молчи! Докатился, всех нас опозорил. Честь училища. Не стыдно грамоту после этого держать в руках? Ну не держите. Отдайте назад.
Так. Ермолаева? Изволь сейчас же извиниться перед Ермолаевой. При всех. А если не изволю? Ну, не извинишься, выгоню из училища. Ну и что? Борис Григорьевич. Да. Выведите отсюда Быстрякова немедленно. И пусть он теперь катится на все 4 стороны. Есть. Выхожу ошарашенный, оставляю гения наедине с самим собой. Пусть творит свои шедевры и подстригает травку во дворе. И подумать только, ведь всего минуту назад я стоял рядом с ним и глядел на его черные пуговицы. Я, репортер, ничтожный, смертный, перевел с сербско-хорватского Г. Кофман. А? Паш, подари мне самовар. Тебе в музей приносят самовар? Нет. Мне все кости тащат. Посмотрите, говорит, Павел Гаврилович, может, мамонт. Лошадиные косточки. Устала? Я сейчас пойду. Я сегодня выгнала парня из училища. Какого парня? Может, Таня? Сиди. Что ей здесь делать? Здравствуйте, Клава. Таня дома? Она вроде уехала. А скоро приедет. Поди у матери спрашивай. Она замуж вышла. Ну, проходи, чего стоишь-то? Да нет, спасибо. Пойду. Кстати, мне Танюша звонила, просила тебе привет передать. Спасибо. Тебя же не застать. Да. Я, пожалуй, пойду. Да. Покойной ночи. Спокойной ночи. Кстати, когда Татьяна тебе будет звонить в следующий раз, от меня поклон большой. Будь здоров. Покойной ночи. Я завтра позвоню. Хорошо. Ты меня звала? Покойной ночи. Спокойной ночи. Тетя Надя, смотри, самолет падает. Да нет, он не упадет. Это он нарочно падает. Он бочку делает. О, смотри, вверх. О. Тетя Надя, а небо далеко? А мы еще будем купаться? Угу. Я не хочу купаться, я есть хочу. Хотите, пойдем на аэродром? Здравствуй, Надя Степановна. Костя! Здрасте, я к тебе. Здорово, Надя, подожди, я сейчас. Ага. Так, ты переходишь в восходящий штопор. Ага. Понятно? Здрасте, Надежда Степановна. Здрасте. Здравствуй, Надежда Степановна.
На соревнования поедете? Да, скоро в Москву поедем. Мастера Да поедут. Константин Михайлович сказал, все поедут. Ну, кто норму сдал? Кто прыжки сдал. Все сдавали. Ну что ж, отлично. Тоже летчиком хочешь быть? Ну, иди Да, сюда. хочу. И я То-то. хочу. Чьи же это орлы такие у тебя? Соседские на речку ходили. Ага. Барышева, сейчас ты пойдешь. Ой, самолет. Ну, Надежда Степановна, ты просто молодцом. Дядя, возьмите А как же? меня на самолет. Завидно. Подсадите. Рановато еще. А этот что сидит, не принимаете? По здоровью не прошел. Вот теперь переживай. А Пашку помнишь? Сидел, так до войны досиделся. Да. А теперь комиссии строже стали. Да. Ну ты-то еще держишься. Завидуешь? Не, привыкла. Много летаешь? Да. Летаю, показываю. А что ты в гости не заходишь? Зайду. Слушай, собрать бы всех наших аэроклубов. Кого соберешь? Ты да я. Ребята, повторяйте за мной. Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица, тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица. Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится. Там, где тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная. Надь, а мои на речке-то не баловали? Мы не баловали. Правда, тетя Надя? Смотрите. Смотрите. Утенок. Нет, я не буду его резать. Спрашивается, почему человек в воскресенье должен чистить картошку? А ресторан для кого? Пойдешь в ресторан. Пойду, а что? Я теперь каждый день буду ходить в ресторан. Лена, что ты говоришь? Слушай, ты какая-то странная. Я тебе 2 недели. Мама, сама ты зачем решила? Я не могу без нее разрешить. Ведь весь же курс поедет. Ну подожди, не сердись. Приезжие? Нет, а что? После 6 часов не положено ходить, только с кавалерами. Кто это придумал? Ну-ка, позовите администратора. Не положено. Здрасте. Сейчас. Милости прошу к нашему шалашу. Вы меня узнали? А как же, помню. Морозов Игорь Совершенно Михайлович. верно, знакомьтесь. Очень приятно. Петрухина Надежда Здрасте, Степановна. товарищ. Стать! Вперед! Помните, Надежда Степановна? Мы с Надеждой Степановной целый год работали народными заседателями в суде. Для вас Шурочка без очереди сделает. Мне поесть. Сейчас сделаем. Возьми луженый крючок. Очень хорошо. Здравствуй. Катран час сейчас подает. Порядок, прошу. Эй, Ваше здоровье. выведу. Здрасте, Надежда Степановна. Надежда Степановна, угощайтесь. Рыбец собственного копчения. Угощайтесь на здоровье. Под пиво лучше раки. Пойду у Шуры разведаю. Я сейчас. Вот, ты простой советский человек.
Друг Дедушка, народа. чего тебе? Отваливай. Просто хочется поговорить. А что, уже нельзя поговорить с человеком? Мама! Ой, какой страшный бульдог. Это не бульдог, боксер. Здорово, звери держите, дом сторожит. Да у нас нечего сторожить. Иди, иди. Вот урод. Не обижай его. Он все понимает. Я пришла знакомиться. Ты же знакома с Игорем. Ну, с Игорем по телефону, с твоим мужем нет. Ну, прости. Вот наш дом. Только у нас гости, много народу. Слушай, Таня, а ты не стесняешься? Ну, ты же ему в дочке годишься. Не гожусь. Пойдем. Подожди, Таня. Дай я на тебя посмотрю. Ну, а чё ж тогда тянешь? Такой дворец бракосочетаний для вас отгрохали, а вы посещать не хотите. Я в прошлое воскресенье от горсовета молодоженов поздравляла. Ну так там, знаешь, красота. Шампанское, музыка, цветы. Я не хочу, чтобы меня незнакомые поздравляли. А мы незнакомых не допустим. Я сама буду поздравлять. Заодно и отпразднуем. Ну, договорились? Увидим, ма. А чё смотреть? Надо решать. И думают, этих умыть или новых сделать. Ма, проходи. Миша, ты про двух артистов расскажи. Да а? ну, я пересмотрю. Это про что, про что? Про двух артистов ты что, не слышал? Да я рассказывал. Ну, Виктор не слышал. Обои. Вот. Ну, значит, встречаются два актера. Один драматического театра, другой эстрадный. А, Коль, здорово, как живешь? Я тебя не видел сколько, лет 10, да? Который из них Игорь, а? Нет, я сама угадаю. Нет, а я в эстраде. Все равно не угадаешь, не старайся. Нет, угадаю. Неплохо, знаешь, неплохо. Я продвинулся и достаточно. Я решил так, я один. Мона, выходишь, на тебе вся ответственность, на тебя все смотрит. Ты решаешь, ты берешь там как его, Пушкина, капитанскую дочку. 800 страниц без купюр. Да? Это не то, что там, понимаете? Честно, что мне костью подавиться. Выходишь, да, учит. Ну, я не успел. Знаете, это когда был? Ну, 3 года там назад, конкурс, знаете, это Пушкинские дни, там Александр Сергеевич, да. Я не успел, понимаете? Вот. Ну, это бывает. Ну, значит, творчество. Ты из Курска, да? Ну, конечно. Ну, ведь Гамлет не играешь же ведь. А тут выходишь, и ты один. Эстрада. Благородный жанр. Это не то, что там читает это Симонова стихи «Из меня я скоро зайду». Это Сережка Балашов находит. Да? Вот. Это подходит гоголевские дни. Ну, не успел. Не успеваю к дням. Понимаете? Ну, бывает. А потом вроде на конкурс поставили, вроде тебя это увольняют, понимаете? И, куда идти, да? А ты знаешь, и за что уволили? Это в роговых очках за плохую дикцию. Тимофей, на место. Знакомьтесь, моя мама. Ну вот. Очень приятно. Мама, Игорь, вот. Петрухина. Игорь. Я не слышу. Игорь. Очень приятно. Вы не курите? Простите, Надежда Степановна, что так получилось. Ну ладно. Ну что ж, квартира хорошая, только потолки низкие. Да. Ну что ж, молодежь, невеселые, печальные.
Поставьте свои буги-буги. Рюмки в этом доме есть? Есть в кухне, пойдем. Или только книги? Изба, читальня? Рюмки есть. Пойдем выпьем. Тань, ну-ка выйди. Закрой дверь. Садитесь. А я давно просил Таню познакомить нас, но она все откладывала. Сколько вам лет? 37. Садитесь. Были женаты? Был. Развелись? Давно. Когда? Лет 5. Детей нет? Нет. Что ж так 5 лет жили холостяком? Да, так и жил. Преподаете? Да. Так и думаете, все время преподавать? Вероятно. Дайте нож. Что? Нож дайте. Когда вы познакомились с Татьяной? На приемных экзаменах. Любовь с первого взгляда. Ну что ж, зовите всех. Андрюша, вы ручку забыл. О, спасибо. Ребят, вы куда? До свидания. Домой. Ну, попозже заходите. Мама долго не задержится. Почему вы уходите? Все сюда. Всех приглашаем. Вы что, меня испугались? Давайте, ребят, смелее. Ну, на 5 минут. 5 минут. А где Миша? В комнате. Таня! Сейчас. Миш, пойдешь? Тогда поставь музыку погромче. Игорь, не задерживай мероприятие. Давай, а то мы без хозяина. Так, 0,75. Нас раз, два, три, четыре, пять, чего шесть, считать? 10 семь, человек. 8, 9, 9. 10. Миши нет. Девять. Миши нет. Ну, 9 по 83,3 грамма. Невежда. 83,33 в периоде. Как вы быстро считаете. Благодарю вас, это моя профессия. Рюмки Миша, берите. давай сюда. Таня. Еще? Оставь его, он думает. Да не оскудеет твоя рука. Андрюш, пора произносить тост. За молодых. За молодых? Нет, нет. Почему? Я предлагаю за Надежду Степановну. Правильно. Все-таки Игорю необыкновенно повезло с тещей. Незаслуженно повезло. Мы Что все верно, очень то верно. рады с вами познакомиться. Спасибо. Итак, друзья, за Надежду Степановну. За Надежду Степановну. Вы меня вогнали в краску. Давайте выпьем. Давай. Таня. Ваше Игорь. здоровье. Благодаря. Будьте здоровы, Надежда. Ребята, а вкусное вино. Марочная. Миша, вам принести торт? Оставь его в покое. Он думает. Сегодня он был прекрасен. Это верно. Он артист. Нет, юрист. Дело не в этом. А, и самодеятельности. А вы знаете, что я председатель жюри? И что завтра у нас Мам, вот- почему ты торт не ешь? А, забыла. Ну что вы там поставили тягучую музыку? Давайте выпьем за молодых, за, ну, как сказал поэт, любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь, не вздохи на скамейке и не прогулка при луне. Миш, белым вытирайся. А я в кинобилет купил, теперь пропали. Думаешь, приглашали? Сама знакомилась. Если была родная, я бы ей дала за такое. Всю жизнь тряслась. Боялась, что какой-нибудь гад скажет, что не родная.
Бежала домой, думала, приду, она уже знает. Обошлось. Ну, хоть бы посоветовалась. Я ведь не чужая. Ну, ладно. А когда она с Игорем этим пропадала, я же и ни слова не сказала. Ну уж и ни слова. Ну, в шутку, подумай. А с этим шутить не надо. У них одни шутки, у тебя другие. А помнишь, ты мне говорила? Парня возьми. А я думала, девочка ближе к сердцу, к матери. Ну ладно. Надя, но ведь дети в конце концов должны уходить. Что бы было без этого? Философ, хорошо тебе, не твоя. Спокойной ночи. Храпченко! Атас, закрой дверь. Храпченко! Вот пустыня. А вы грозились к сегодняшнему закончить ремонт. Ну куда все подевались? Наверное, в кино удрали. Понедельник, новая картина. А потом 9 человек на смотре, один вообще не ночевал. Кто? Быстряков. Костюмы на смотр отправили? Должны были. Должны или отправили? Отправили. Надежда Степановна, Да. я хотел попросить отпустить меня сегодня пораньше. У дочери день рождения. И... У вас есть дочь? Да, 4. Поздравляю. Спасибо. Храпченко! Храпченко! Черт. Это за мной. А, работнички. А вы почему в кино не пошли? А мы работаем. Мы уже видели этот фильм. А кто знает, где Быстряков? Ну, кто знает, где Быстряков? Не знаю. Так. Где его вещи унес? Здесь. Кто дружил с Быстряковым? Ну, я. Все дружили. Его родители в городе живут? В городе. Ясно. Кстати, я его видела в довольно неприглядном виде. Но я поехала. Списки об успеваемости в управлении отпечатали? Должны были. Должны или отпечатали? Не знаю. Слушайте, Борис Григорьевич, вы когда-нибудь хоть что-нибудь знаете? Ну ладно, чтобы к вечеру ремонт был закончен. Иначе мы с вами будем говорить на другом языке. Ясно? Ясно. Надежда Степановна, я вас жду. Потом. Ой, сейчас моя выступает. Я пойду проверю. Ребят, вы почему не готовы? Хотите сорвать выступление? Как Романова, скорее одевайся. Девочки, не стойте, сложив руки. Мальчики лишние, идите в зал. Кому я сказала? А Ермолаева не хочет выступать. Ермолаева? Да ты что? Ермолаева, с кем я разговариваю? Быстряков пропал, его нигде нету. Что? Ермолаева к нему ходила. Зинка, скажи. Приготовиться к стройучилищу. Ну ладно, нечего здесь разговаривать. Ермолаева, одевайся. Мальчики в зал, девочки, стройтесь. Как Романова. Ну ладно, девочки, стройтесь. Как Романова, Виноградова, Клара Румянова, Олеся Иванова. Ермолаева. Строючилище на выход, быстро! Ну-ка, быстро все отсюда. Я кому сказала? Никуда твой Быстряков не денется. Нет, денется! Вы его не знаете. Он же не виноват совсем. Вы его неправильно исключили. Это же я во всем виновата. Ох, вы его не знаете. Он знаете какой. Я не знаю. Он, может быть, уже утопился. Вы его не знаете.
знаете, он гордый, он никогда же больше не придет. Танцы всякие. Сами танцуйте. Ну вот и все. Только зря костюмы делали. Ничего не зря. Скорее, скорее. Платок. Руки. Ага. Глубже. Садитесь. Взяли. Внимание! И... Как мило. А костюмы какие. Петрухина постаралась. Ой, Надежда Степановна, у вас здорово получилось. Порядок. Как будто всегда танцевали. Хаджаев, проследи, чтобы костюмы доставили в училище. Есть. А, вот я вас и поймала. Ну ладно, давайте только быстрей и на воздух. Нет, девушка, я против. Ну почему? Этого я не говорила. Говорили, Надежда Нет, не говорила. Говорили. Ну, я не помню. Ну, а это? Это же, извините меня за выражение, это же просто фимиам. Ну, какой же это фимиам? Очень простой фимиам. Это не фимиам, нет. Это очень важная тема. И все ждут. Что? Ждут, да. Да. Ну, хорошо. Ну, а что это? Это же просто неудобно. Меня встречает усталая, скромно одетая женщина с морщинками, как тот возле живых, нестареющий класс. Ну, это же правда, Надежда Степановна. Начинаем производственную гимнастику. Вы что кончали? Университет. У меня дочь тоже в университете. Жарища. Наверное, гроза будет. Душно. Дочь у меня на математический пошла. Лучше на гуманитарный. Конечно, Надежда Степановна. А вот можно примерить? Пожалуйста. Вам идет. А вот... Удобная вещь. Да, очень. А вот здесь вот, Надежда Степановна, вот правильно я написала? Не, милочка моя. Не для комплексных бригад, а только для комплексных бригад. Мы готовим кадры молодых рабочих, молодых строителей коммунизма. Да, понятно. Понятно. Вот. Передовой почин. Что почин? Ну, какое-нибудь другое слово. Почин. Вот эти шарада. Почин неплохое слово. А может быть, начинание? Нет, начинания нет. Почин. А вот какое-нибудь другое слово. Как их? Когда вроде те слова, но другие. Синонимы? Вот именно синоним. Какой-нибудь другой синоним. Вот это. Синоним. Почин. А может быть... Нет. Товарищ Петрухина! Вас зовут! Сейчас! Надежда Степановна, подпишите вот здесь в уголочке. Иду! Почин, начинание, почин. Какая разница? Руки в стороны, наклон назад. Еще. Вперед, договориться. Спасибо. 3, 4, назад.
Иван Петрович. Да? Я должна уйти, Иван Петрович. Я вспомнила, что у меня дела, а обсуждения сегодня не будет. Ладно? Ну, давай. Ну, спасибо. До свидания. До свидания. Надежда Степановна. Да? В сумочку. Спасибо. До свидания. Хореографическая композиция «Березонька». Надежда Степановна, вам ключик от кабинета дать? А что, все ушли? Уж время позднее. Нет, не надо. Хорошо. Надежда Степановна, а парень-то тот нашелся? Надежда Степановна. Что? Ну, как его? Быстряков, что ли? Не знаю. Борис Григорьевич, вы что здесь делаете? Крашу. К вечеру все закончим. А где ваши ученики? У них перекур. А вы-то что делаете? А я не курю. Да я не об этом. Немедленно бросайте, идите домой на день рождения. Да я успею. Кого надо? Быстряковы тут живут? А их никого нету. На заводе все. А сын их? А сын сидит. Как сидит? Бандит он. Вот и сидит. В тюрьме. 2 года ему еще сидеть. Бабушка, вы что-то не то говорите. Я про Сережу Быстрякова спрашиваю. Ах, меньшой. А меньшой сбежал. Как сбежал? Так сбежал. Отец лупил его. Вот он и сбежал. Что, и не показывался, нет? Нет, милый, не показывался. Угу. Ну ладно, спасибо. До свидания, бабушка. Погоди-ка. Погоди-ка. Так вот. Пирожка попробуй. Тепленькая еще. Сама пекла. Спасибо. До свидания. Слышь, милая, не уходи. Не уходи. Ты поговори со мной. Я тороплюсь. Бабушка, а чего ж ты дверь тогда мне не открыла? Боишься, что ли? Тут же цепочка. Как же я открою? Цепочка не дает. Будь здорова. Алло, милиция, товарища Калинку. Да. Здравствуй, Петрухина беспокоит. Слушай, у меня сбежал парень из общежития. Да, домой не заходил. Вещей с собой не брал. Деньги? Откуда? Лет в 16. Да, Быстряков Сергей Федорович. Сергей Федорович. Да, брат. Угу.
А? У нас гости. Что случилось, мам? Да, парень меня сдержал. Сперва ты. Я замуж вышла. Ты спешишь? Да. Я тут пленки собирала, нашла ту, которую Нина прислала. Хочешь, поставлю? Таня, может, останешься? Ты же его не любишь. Мам, я не хочу разговаривать об этом ни с кем, а тем более с тобой. Ну, спасибо. Не надо. Я буду приходить. Хорошо. Вообще тебе надо взять отпуск и поехать к ней на пароходе. А? Угу. И купить новый халат. Хочешь, пойдем сейчас купим? Не будешь один? Потом. Давай. Ма, ты же молодая. Ты еще красотка. Ну, че смеешься, правда? Другие в твоем возрасте замуж выходят. Выходят. И я выйду. Вот и выйди. Вот вышла бы замуж, знаешь? И выйду. Выйди. Начни новую жизнь. Ты всегда была то инспектором, то инструктором, то директором. Ты устала от всего этого. Тебе надо бросить все. Пусть другие возятся с твоими этими оболтусами. Пусть другие. Да. Пусть другие. Не нравится тебе твоя мать? Конечно. Серая, необученная. В дом интеллигентный привезти стыдно. Солдатня. Ма, я ведь не об этом. Пусть другие. Это по-вашему, Тань. А я этих слов никогда и не знала. Пусть другие. Я всю жизнь работала и за себя, и за других. Где прикажут, не разбиралась. И за себя, и за других. И ни о чем об этом не жалею. Слышишь? Я понимаю. Мам, хочешь, я останусь? Пожалела. А ты меня не жалей. Ты лучше мне позавидуй. Да-да. Ты лучше мне позавидуй. Хватит стоять. Иди. Эх, Надька, мы тебя так ждали, столько новостей. Нинка диссертацию защитила, а Клавка теперь сотрудник ООН. Ходит сейчас по Уолл-стриту, летчик-дипломат. Подожди, Петруха, ты свинья, даже в День Победы не появилась. Мы тебя у Большого театра полдня прождали. А может, ты зазналась, отрываешься от коллектива, так учти. Даем 3 дня сроку, не объявишься, прилетим сами. Устроим офицерский суд, получишь 2 наряда вне очереди. Ну, хватит! Надюха, а может, ты заболела? Типун тебе на язык.
Слушайте, девочки, давайте лучше споем для Нади. Там, где пехота не пройдет, и бронепоезд не промчится, угрюмый там не проползет, там пролетит стальная птица. Угрюмый там не проползет, там пролетит стальная птица. Надежда Степановна, парень-то тот нашелся, Быстряков, в столовую привели. 2 дня не емши, голодный, исхудал весь. Обрадовала Филипповна. Надежда Степановна. Ну, идемте все. Подождите, мальчики. Заходите, Наталья Максимiliaновна. Надежда Степановна, накопилось столько дел. Ой, какая у вас сегодня кофточка. Да? Да? Давай, заходи. Ну, подождите же, Борис Григорьевич. Минуточку. Надежда Степановна, Быстряков объявился. Можно привести? Я знаю, давай, заводи. Можно. Войдите. Что ты нам скажешь? Извините, Надежда Степановна, за мое неправильное хулиганское поведение в клубе. Я все осознал и не буду. Не буду больше позорить честь училища. Ермолаева, извини меня за то, что я тебя пихнул. Я больше не буду. Можно им идти? Да, пусть все уйдут, а ты, Быстряков, останься. Еще раз. Надежда Степановна, извините меня за неправильное хулиганское поведение. Я не буду позорить, я все осознал. Ну ладно, прекрати. Хватит извиняться. Не верю. Слушай, Быстряков, и куда ж ты думал бежать? Грузчики? Дворники? Или вслед за братом по той же дорожке? Быстряков. Ну что ты надулся, как сыч? Я ненавижу вас. Все в порядке? Ну вот, я же говорил. А вот образцы из типографии, поздравления с днем рождения. Вот остается только подписать
И готово. Мам, смотри, собака. Гражданка, ну что это честно? Еще. Давай. Надя! Добро. Хорош. Здорово. Здоров. Ты куда? Никуда. Ты на аэродром? Завтра уезжаем на соревнования. Гоняю своих с утра до вечера. Ну, ни пуха, ни пера. К черту. Собрать бы всех наших. Стоп! Повторить! Быстрее! Открыто? Проходите, Надежда Степановна. Здрасте. Здрасте. Я как раз товар принимаю. Пивка зашли выпить? Да нет, покушать. А может, выпить, а? А у нас не бывает. Пиво будете? Можно пиво. Ну вот и хорошо. И я с вами за компанию выпью. Александра Ивановна, пиво принимает. Иду. Вам я бочкового налью. Давай я помогу. Да ну что вы. Давай. Ну что вы, Надежда вдвоем Степановна. веселее. Да я привыкла. А тебя Александра Ивановна зовут? Шура. Шура. А когда мужики собираются, так для авторитета Александра Ивановна. А я вас давно приметила. Вы все мимо ходите, утром и вечером, и все одна. Да, все одна. Готово. А вы есть не хотите? Нет, не хочу, я дома обедала. Там кастрюли, здесь кастрюли, беда.
Угощайтесь. О, как дома. С рынка. У вас большая семья? 2 ребят. А у вас дочка, я знаю. И муж есть? Муж? Муж есть. Да чужой. А что, бывает, что чужой, а хороший? Правда ведь? Бывает. Хорошее пиво. А я ведь до войны в Москве жила. А уж после эвакуации здесь осталась. Так и... А у меня в Москве подруги. Я их лет 5 не видела. Эх, в Москву бы съездить. Смешно. Иногда сажусь письмо писать. Ничего не получается. Ничего интересного. Ну, хоть сочиняй. Это у вас-то. Вот уж никогда б не подумала. Так колотишься с утра до вечера, а толку чуть. Ни себе радости, ни людям, оказывается. Не знаю. А мне жить интересно. Жаль только, время быстро бежит. Ведь вот, кажется, недавно школу кончала. 225. Знаешь, а я в школе артисткой считалась. Да ну. Пела вот вечерний звон. А ты бом-бом. Вечерний звон. Бом-бом. Как много дум. Бом-бом. Наводит он. Бом-бом. А у меня никакого таланта не было. В танцевальный кружок записалась, и то выгнали. Длиннее всех мальчишек была. Так я приду из школы домой, запрусь в комнате и все вальсы танцую. Ля-ля, ля-ля, ля-лям, пам-пам, ля-ля, ля-ля, ля-лям, пам-пам. Помните Надежда Степановна в большом вальсе? Ля-ля, ля-ля, ля-лям, пам-пам, ля-ля. Бумаги нет. А мне 200 грамм.
вернемся. Подожди. А ты знаешь дорогу назад? Давай посидим. Надо возвращаться. Нас, наверное, весь госпиталь ищет. Как здесь тихо. Представляешь? Здесь всегда тихо. Это колея. Да. Самое настоящее из камня. Здесь все из камня, даже колодец. Здесь сыро. Не нравится? А меня сюда один лейтенант водил, так интересно рассказывал. Здесь целый народ жил когда-то. Они себе город выдолбили из скалы. Представляешь, какой труд? Ой. Они вообще из камня чудеса делали, прославились этим. А потом вдруг взяли и ушли все. Мить, как нам теперь идти? Сориентируемся. Значит, налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, сам пропадешь. Как-то поступали богатыри. Что-то не припомню. Богатыри всегда шли прямо. Ну и дураки. Вот по этой дороге они и ушли, наверное. На них враги напали. Да нет, кто-то им сказал, что где-то жизнь полегче есть. А, и они поверили, да? Как видишь. И поплатились. Там их искусство вымерло, камень-то ведь здесь остался. Как обидно. Ну да. Митя, ты мне будешь письма писать? Петрухина к биплану. Помнишь, да? Помню. Ну и трусиха ты была. Вот и врешь. Ты же сам мне говорил, что я лучше всех девчонок летаю. А если бы меня не ранили, ты бы даже не узнал, что я на фронте. Ты меня вспоминал? Хочешь, я попрошусь в твою часть? Могут перевести. Митя, ты меня любишь? Мить, нам пора. Там, наверное, переполох. Боишься? Нас ведь ищут. А ты правда смелый или только притворяешься? Наверное, притворяюсь. Тебе еще не надоело идти? Мне не надоело. Ты устала? Я могу еще долго-долго идти. Перед вами кабинет, в котором жил и трудился Петр Алексеевич. Вот стол. Будьте здоровы! Спасибо. За которым он работал. Микроскоп, ножницы, чернильница, пинцет, Надежда Степановна, табакерка. я очень извиняюсь, вы на экспонате сидите. Вот, пожалуйста, сюда садитесь. Извините, пожалуйста. Образцы знаменитых плодов. Хотите, я вызову Павла Гавриловича, а то, может, он долго. Я подожду, спасибо. Перейдем в следующий зал. Руками экспонаты не трогать. Перед вами экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. С первого дня Надежда войны Степановна, наш я очень извиняюсь. включился Вы не знаете, в когда героическую достроить борьбу баню? с немецким Прошлый год захватчиком. начали, все никак. Вы, как депутат, может, в Вот курсе? портрет Я не знаю. нашего земляка, Извините. героя Советского Союза, отважного разведчика Алексея Седых, выполненный нашим местным художником Королевым и подаренный нашему музею. А он погиб? Алексей Иннокентьевич Седых жив. Он живет в нашем городе и Куда? работает начальником. Я кафедры. поспорил. Ну так. Давай сюда. Перейдем к другому стенду. А вот фотографии Тебе что, не интересно? нашего аэроклуба. Почему? Я просто поспорил. Перед вами фотография летчика Дмитрия Грачева. Он сбил 17 самолетов противника
и был посмертно награжден званием Героя Советского Союза. Его воспитанницы, летчицы женского полка Ксения Овсянникова и Надежда Петрухина. А они погибли? Ксения Овсянникова погибла в 45-м году. А Надежда Петрухина живет и трудится, и является депутатом городского совета. Перейдем в следующий зал. Экспонаты руками не трогать. Вижу, иду в атаку. Витя, зенитки! Витя, что с тобой? Митя! Митя! Надя? Давно меня ждешь? Давно. А ты чё закопался? Опять, что ли, мамонта принесли? Нет, с мамонтой в нашей области обстоит дело плохо. Идем ко мне. А на севере недавно, слышала, откопали настоящего мамонта. Так вот этот мамонт, провалявшись столько веков в вечной мерзлоте, оказался абсолютно съедобен. Ученые варили его мясо и пробовали на вкус. Ничего, понравилось. Немного жестковато, говорят, как медвежатина. Вообрази, натуральный бифштекс из мамонта с луком. Звучит? Или вот... Паша, возьми меня замуж. Не хочешь? Представляешь, директор музея женится на своем экспонате. Я ваш экспонат. Надя, что случилось? Павел Гаврилович, Я занят. Ты знаешь, сегодня одна девочка про меня спросила. Она погибла. Кстати, а как ты считаешь, она погибла? Вот курица. Единственное в мире чучело курицы. У меня новости. Ты знаешь, я ушла из училища. Совсем. И начинаю новую жизнь. Представляешь, Паша, как после выпускного бала. Все дороги хороши, выбирай на вкус. Можно? Проходите, проходите. Надя, Паш, тебе надо работать. Мы нашли, Павел Гаврилович. я тебя никуда не пущу.
Паш, мне надо домой. Я устала. А ты вечером приходи, будем чай пить. Будь здоров. Давай еще немного. Здравствуйте, Надежда Степановна. А, здрасте. Еще правее. Правее. Еще. Отвертку не забудь. Стоп. Подожди, еще немного. Чуть-чуть левее возьми. Нормально. Вот так. Крепи. Фонарь давай. Как отвязал? Да ничего. Осторожно. Да уйди ты, уйди. Гражданка, вам кого? Надежда Степановна. Здрасте. Вы Константин Михайлович ищете? Да. Шувалова никто не видал? Он на СКП. На СКП. Мы завтра на соревнования уезжаем. Ну ладно, до свидания. До свидания, заходи. Не заводите что-то. Да вылазь, так закатим. Малышев, Буйновский, Митин, давай. Малышев, не филонь, помоги. Пойду я. Здравствуйте, Надежда Степановна. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. А Константина Михайловича не видели? А он ушел. Да нет, вон куртка его лежит, сейчас придет. Надя, здорово. Здорово. Смотрю, какие у вас машины. Хорошие машины. Вот пришла бы раньше, прокатила бы. Ну да. Знаешь, что не полечу, потому и говоришь. Сидите, Надежда Степановна! Прокатим! Ветерком, ребята! Катаюсь! Скоро тебе так кататься! Счастливо! Везите ребят с ветерком! Левый плохо, на левый! Ты только мешаешь! Ну не ноги оставил! Подруливайте, подруливайте! Давай, помогите нам! Подожди! Разворачивайте!
ребята, тихо, тормозите, тормозите.